Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко, и вы смотрите канал «Быть программистом». В этом видео я покажу вам, как своими руками легко и быстро сделать интернет-магазин, многофункциональный интернет-магазин на WordPress. Поехали! Итак, для того, чтобы начать, нам требуется свежий WordPress, поэтому установили мы свежий WordPress, на него поставили шаблон Але. Вся информация по шаблону Але есть в описании под видео, переходите, читайте. Значит, после активации шаблона Але наша страница выглядит вот таким вот образом. Еще раз ее обновлю. Это пустая стартовая страница. Дальше, следующий шаг. Мы в прошлом уроке устанавливали плагины, поэтому часть плагинов уже установлена. Нам Але Core устанавливать не нужно. Но чтобы создать интернет-магазин, нам нужно импортировать демо, где уже есть страница интернет-магазина, чтобы не мучиться это дело делать с нуля. Переходим во вкладочку Demo Install, и на этой странице мы видим все демо-вариации, которые предлагает нам данный шаблон Але. Здесь очень много демо-вариаций, часть из них интегрированы уже автоматически с страницами интернет-магазина, а часть нет. Например, сайт для фотографа, там опция интернет-магазина не нужна, и она не присутствует. Хотя сам шаблон прекрасно работает. Чтобы нам понять, какие демки имеют уже внутри страницы интернет-магазина, мы вот здесь нажмем на вкладку Shop, и вот нам фильтруется только те сайты, которые уже имеют страницы интернет-магазина. Собственно, выбираем здесь любую по вашему требованиям. Например, если вам нужна навигация слева, значит выбираете демку Мока. Если навигация справа, значит вот следующую демку Kitty наверху. Если навигация должна быть, например, из двух частей, левая и правая по центру логотип, значит данную можете выбрать. Ну, уже на свой вкус, да, различные демки, и по стилю, конечно, различные демки. Я буду сейчас использовать демо-вариацию Мока. Это сайт по продаже эксклюзивного кофе. Для того, чтобы импортировать демо, мне нужно установить и активировать все требуемые плагины. Вот они, требуемые плагины. 3 из них у меня активированы с прошлого урока, а вот WooCommerce деактивирован. Я нажму здесь Activate и активирую его. Все, теперь опция установить доступна. Я нажимаю Install, здесь подтверждаю ОК, и 1-2 минуты жду, пока демка инсталируется. Демка успешно импортировалась. Почему я сказал, выбирайте себе по стилю? Ребят, потому что, вот, например, эта демка с кофе, это не означает, что вы обязательно должны делать сайт по продаже кофе. Вы можете его использовать для любой продукции, просто меняются фотографии. Либо вот эта демка, да, не обязательно для домашних животных. Здесь может быть любые продукты. Либо следующая демка. Демка, визуал, да, выбирается по стилю. Если стиль вас устраивает, то уже продукты меняете на свое. Собственно, здесь тоже все элементарно и понятно. Переходим на сайт, обновляем, и мы получаем презентацию сайта Мока. Выглядит он таким вот образом. Давайте мы просмотрим эти странички и приступим к его редактированию. Собственно, это у нас была главная страница. Давайте перейдем в About. Это у нас About. Давайте в портфолио перейдем. Давайте зайдем в портфолио. И, как вы видите, да, шаблон универсальный, и его, кроме фотографий, ничего не связывает с кофейней, да, поскольку можно заменить фотографии, и он идеально подойдет под любую нишу. В этом-то и смысл. Выбираете по стилю, а контент фотографии уже заменяете на то, что вам удобно. И, собственно, интернет-магазин, то, что нас интересует. Обратите внимание, как здесь интересно сделано. Фотография для продукта у нас совмещается из двух фотографий. Первая из фоновой и из продукта. И фона у нас для каждого продукта разные. Можно задавать разные фотографии, получается очень интересный эффект. И, собственно, сайдбар, да, давайте мы зайдем в какой-нибудь продукт, посмотрим его single page. Тоже очень интересная страничка. И в контакты. Последнее, что нам осталось. Собственно, вот контакты выглядят у нас таким вот образом. Очень интересная демка. По сути, да,
половина нашей работы уже выполнена. Вторая половина остается за тем, чтобы разобраться, откуда контент этот у нас поступает, как добавлять свои новые товары, как отредактировать контент, который уже присутствует на сайте. И я этим сейчас и займусь. Так, значит, контент для раздела блог, я думаю, вы прекрасно понимаете, это наши посты, да, из области посты. Контент у нас модерируется в этой области. Далее, по поводу раздела портфолио, это похоже, это новый пост-тайп, называется он Works, и доступен он нам по данной ссылке. Собственно, если нам нужно вот портфолио отредактировать, мы заходим сюда и, собственно, здесь редактируем. В принципе, текст, заголовок, Featured Image, да, обложка, какие-то метаданные для стилей, например, subtitle дописать, да, и где показывать title и subtitle в шапке, либо в контенте и так далее. И, собственно, здесь интересует нас галерея. Добавлять картинки мы можем вот таким вот простым образом из медиа, да, выбираем себе нужные фотографии. Далее, сортировку мы можем драг-н-дропом вот таким вот образом себе указать. И что еще здесь интересно? Ну, например, нас не устраивает в галерее вот этот грид, который выглядит таким образом. Это у нас простые фотографии, которые при клике увеличиваются, и мы хотим что-то другое, например, слайдер хотим. Значит, в этом случае мы вот здесь, где Gallery Slider Type, выбираем другой тип отображения. Ну, например, слайдер Before Content. Это будет самый простой элементарный слайдер у этой конкретной демки. И вот обратите внимание, эти опции слайдеров отображения с каждым новым обновлением у шаблона, они пополняются. Вот обычный слайдер, вот они стрелочки появляются. Вот таким вот образом мы это дело отредактировали и поменяли себе галерею. Следующий момент. Все стандартные опции, которые есть в WordPress, они, конечно же, в шаблоне сохранены. И конкретно для этого поста, видите, нет комментариев. Почему? Потому что я отключил это портфолио, и, в принципе, мне здесь комментарии не интересуют. Но если у вас задача, например, включить комментарии, вас они интересует, да, значит, вот обратите внимание, чтобы в Screen Options Comments у вас были включены. Далее, ниже на страничке у вас будет присутствовать Discussion, и вот в этом Discussion вы можете включить комментарии, Allow Comments. Вот таким вот образом я их включил, обновляю пост, и вот сейчас конкретно этот пост у меня будет поддерживать комментарии. Вот она форма для комментирования. Я сейчас авторизован как админ, поэтому у меня только поле для комментариев. Но если я выйду логаут, то меня еще будут запрашивать email, имя и бла-бла-бла. Короче, несколько полей. Стандартная в WordPress. Good, собственно, по портфолио, да, все понятно, все, в принципе, элементарно. Следующий раздел. Статические страницы. Мы в прошлом уроке по бургерной уже ознакомились, как с ними работать. У нас из статических страниц здесь это контакты. Это About и Homepage. Да? Вот эти страницы у нас построены на Visual Composer. Чтобы их отредактировать, понятно, мы переходим в раздел Pages. И в этом разделе Pages у нас опять же два типа страниц. Первая это часть от магазина WooCommerce, потому что магазин у нас реализован на плагине WooCommerce. Вторая часть это наши статические страницы. Например, мы хотим контакты отредактировать. Да? Значит, мы заходим в страницу Get in Touch with Us, связаться с нами. Подгружается у нас наш код. Далее мы переходим в Editor. И, собственно, вот таким вот образом мы видим всю эту страничку. Она состоит у нас очень элементарно из строки. Да? У этой строки у нас есть фоновое изображение. Если мы его хотим изменить, мы нажимаем вот этот карандашик, потому что вот первое, да, row это наша строка. Далее в нашей строке есть две колонки. То есть идет еще один row. И делится на две колонки, на вот эти два колонна. И когда нам нужно в свойства строки зайти, вот это родительская строка, это child строка. А если в свойства колонок, вот эти два карандашика мы, собственно, редактируем. Окей, давайте зайдем в свойства родителя, потому что в свойствах родителя вот здесь задается фотография. Обратите внимание, у нас в фоне вот здесь есть фоновое изображение, которое делает нам такой красивый эффект. Вот если есть задача ее отредактировать, значит мы заходим в Row Settings, вкладочка Design Option, и вот здесь мы задаем эту фотографию. Также здесь у нас пейдинги задаются, если вам нужно увеличить, либо уменьшить их, это модерируется здесь. Например, видите, у нас снизу пейдинг 180 пикселей, вот он 180 пикселей. За счет него наш контент кажется объемным и красивым. Ну, такие дизайнерские обычные вещи, но мало ли вам нужно увеличить, либо уменьшить, исходя из фотографий, которую вы сюда устанавливаете. Это дело тоже модерируется вот в этой области. Окей, значит... Как правило, внутренние вот эти row
который делится на колонки, здесь, в принципе, вам очень редко придется что-то редактировать. Ну, например, Content Position, да, мы вот с этой штучкой уже ознакомились в предыдущем уроке. Мало ли нужно их выставить каким-то образом. Ну, может быть, картинка у вас меньше, и вы хотите, чтобы они в одну линию у вас отображались. Вот сейчас они по верхней линии отображаются, да, если я Content Position поставлю Middle, то картинка это спустится и будет в одну центральную ось с правым контентом у нас выравниваться. И так далее. Ну, короче, опций здесь достаточно. Есть и технические, да, вот, например, какие-то классы, Content Wrapper я добавляю. Тоже имейте это в виду, если вы будете создавать новые блоки, и у вас контент будет на всю ширину, а вам нужно будет вот повторить ее, вот конкретно для данной демки. Вы зайдите в row выше, посмотрите, какие там свойства, и добавьте тоже такие же классы, и все у вас будет шикарно и красиво. Далее, по наполнению, опять же, элементарно. Все у нас работает при помощи обычных виджетов, либо от самого билдера, либо от шаблона. Хотите редактировать, заходите, редактируйте. Хотите поменять, например, лейблы для полей, да, вот для контактной формы, заходите, редактируйте все лейблы, почта, куда будут приходить сообщения, все это дело делается здесь. Контактные формы, кстати, в шаблоне, в части демок реализованы вот своими собственными виджетами, а в части демок они реализованы Contact Form 7, поэтому шаблон Але удачно и успешно интегрирован со всеми популярными плагинами, он будет прекрасно работать, не переживайте. Окей, ну это элементарная статическая страница, я вам продемонстрировал, в общем, как она работает. В принципе, то же самое, абсолютно то же самое касается и About, и Home. Мы можем в них зайти, просто пролистать, чтобы вы увидели, как они выглядят в админке. Но редактируется информация абсолютно таким же образом. Вот он наш About Page. Значит, у нас есть первый Revolution слайдер наверху. Далее, у нас еще одна строка. В этой строке внутренняя строка, которая делится на две колонки. В ней контент. Далее, следующая строка. В этой строке еще одна строка, которая делится на 4 колонки. То есть, чтобы вы понимали, как здесь реализовано. Нам нужна строка во всю ширину, да, вот, например, вот эту рассмотрим. Зачем? Чтобы ей фон поставить вот эту картинку. Собственно, мы в билдере так и делаем. Мы делаем вот эту строку во всю ширину и в фон закидываем ей картинку. Далее нам внутри нужна строка с раппером для того, чтобы контент расположить по вот этим четким границам. Значит, мы внутри этой строки создаем себе еще одну строку на 4 колонки, но ей дописываем класс Content Wrapper. Это вот конкретно в этой демке, еще в нескольких тоже такая система наблюдается. Будете иметь ее в виду, будете знать и не будете долго искать. Поставили wrapper, заполнили контент. В качестве контента что мы заполняем? Value, цвет, лейбл для этого value. Нужна иконочка, картиночка какая-то, загрузили. Не нужна, оставляйте поле пустым. В принципе, система довольно-таки умная, везде стоят проверки. Если вас какое-то поле в целом не интересует, вы можете его вообще не указывать, и оно будет работать. Но может быть вам нужен здесь counter, просто число, без никаких лейблов. Либо фотография и просто число. Без проблем, не указывайте, оставляйте поле пустым, и оно будет умно, автоматически подгружаться под ваш контент. И так далее, собственно. Контент ради контента. По статическим страницам тоже, я думаю, понятно. Вот самое интересное, это, конечно же, интернет-магазин, поэтому давайте перейдем в интернет-магазин. Значит, как он выглядит у нас на сайте, мы только что ознакомились. Выглядит он таким вот интересным образом. Как его редактировать? Значит, для этого нам нужно зайти в раздел WooCommerce, вкладочка Product. Мы можем добавить свой новый продукт. Давайте добавим новый продукт. Не будем редактировать, а добавим. И напишем our new coffee. Our new coffee. Дальше какой-то текст. Text goes here. Далее description background. Вот это и есть поле, которое было добавлено для того, чтобы фоновое изображение залить сюда. И обратите внимание, что эта опция интегрирована с определенными демками. То есть в одних демках она используется, она присутствует, в других демках ее просто нет, она не используется. Но знаете, что если вам потребуется такая опция, она присутствует и есть в шаблоне. Значит, давайте загрузим сюда картинку. Будем выбирать из Media Library, потому что они у нас загружены.
Единственное, нам вот здесь в этом списке найти бы ее. Это у нас интернет-магазин. Давайте перейдем чуть глубже. Там, где у нас с продуктами. Вот они, да, продукт BG1, BG2, BG3. Ну, например, я хочу вот BG3 использовать. Выбираю Show, Use as Description Background. И у меня вот эта картинка будет использоваться как фоновое изображение для моего нового продукта. Теперь, по настройкам WooCommerce, если вы не знакомы, я сейчас маленький такой мини-инструктаж вам проведу. Какие продукты бывают? Бывают продукты нескольких видов. Простые продукты, группированные продукты, внешние продукты, которые ведут на другой сайт, и связанные продукты variable. Ну, например, есть футболка, да, и она у вас доступна в красном, в черном, в синем цвете. Это variable products. Нам в данном случае нужен Simple Product, поэтому здесь мы выбираем Simple Product. По вот этим двум вкладочкам Virtual и Downloadable. Если вы продаете digital продукты, то есть то, что физически не нужно посылать, а можно скачать, значит вы выбираете Downloadable и Virtual, что это виртуальный продукт. У нас физический продукт — это кофе, которое нужно клиенту отправить, поэтому мы эти две галки не ставим. Далее, вот эти табы означают метаданные по продукту. Первый General Tab — это у нас цена без скидки, например, 10 фунтов. Цена со скидкой, например, 8 фунтов. Если вы хотите скидку поставить в определенное время, например, в определенную неделю, вот выбираете здесь в календаре. Но если вас не интересует вообще скидка, вы ее не указываете, мы не будем указывать. Дальше, Inventory. Вот SKU — это порядковый номер на складе, например, один, да. Manage Stock. Если у вас 100 продуктов и вы хотите, чтобы автоматически WooCommerce при продаже этого продукта вычитал по -1, -10, если человек 10 штук купит, и все это дело автоматизировалось, значит вы включаете сток, вы указываете, что у вас, например, 1000 продуктов и так далее. Да, здесь, в принципе, тоже все понятно. Дальше указываете уведомлять, когда вас, например, когда осталось только 2 продукта, вам придет уведомление и так далее. Нас это, в принципе, тоже сейчас не интересует, поэтому оставляем это поле пустым. По шиппингу, опять же, вы должны указать здесь размеры, высоту, ширину и тяжесть вашего товара. Почему? Потому что эти данные должны присутствовать. Во-первых, они будут отображаться на странице продукта. Во-вторых, есть ряд плагинов, которые позволяют вам интегрировать с определенными почтовыми системами. И за счет вот этих данных оно и будет стоимость рассчитывать автоматически. Поэтому, если ваш клиент, либо вы настраиваете эти данные, вам эти разделы нужно, конечно же, заполнить, пусть они у вас будут обязательно. Linked Products. В нашем случае мы ничего не указываем, но это вот такие разделы, которые показываются на определенных страницах. Например, Upsells — это товары, которые вместе с этим товаром берут еще и вот такие кофе, и Cross-Sells, что-то похожее, да, но уже на другой странице, на странице корзины. Либо наоборот, вот эти два раздела выглядят они вот таким вот образом. Например, если мы зайдем в открытый продукт, мы здесь видим Related Products, то есть похожие продукты. Если я для вот этого продукта своего нового задам Upsales новый продукт, у меня появится здесь такой же блок, он будет называться Upsales и будет отображаться тот продукт. Если я задам Cross-Sales, то у меня вот визуально будет точно такой же продукт, но уже не на этой странице, а на странице корзины. Давайте я перейду в корзину, покажу вам, как корзина у меня выглядит. Вот переходим в корзину. Вот если я задам Cross-Sales, вот у меня вот будет вот в этой части отображаться продукт Cross-Sales. Это такая вот менеджмент интернет-магазин. Attributes. Добавляем, это больше для variable products, да, когда нам нужно цвета задать какие-то. Для кофе это могут быть, например, у вас пачки одного и того же кофе по 100 грамм, по 500 грамм, по 1 килограмм и так далее. Можно создать вот здесь атрибуты. И product short description. Давайте short description here. Вот таким вот образом, да, какой-то контент. Теперь справа нам нужно категорию указать, кофе. Далее. Теги можно указывать, можно не указывать. Product Image — это изображение нашего продукта. Давайте мы укажем, например, вот такое вот изображение. И Product Gallery. Если вам нужно на странице продукта показать в виде слайдера, значит вы это дело можете реализовать. У нас, по-моему, здесь слайдер не присутствует, просто фотография. Да, если вам одна фотография, значит оставляйте так. Если в виде слайдера, то еще дозагрузите сюда фотографии, они у вас будут
с тумбочками снизу в виде слайдера. Окей, собственно, добавили мы свой новый продукт, опубликовали его. И теперь мы можем перейти на этот продукт, посмотреть, как он у нас будет выглядеть. Вот он, наш новый продукт, Our New Coffee, Short Description здесь, наш SKU, наша категория, наше описание. Related Products автоматически выбирается. Давайте мы для нашего продукта выберем Cross-Sale и вот этот Upsales. Значит, кофе. Так, по кофе у нас ничего нет, а как у нас название там? Колумбия. Давайте по Колумбия найдем. Во, по Колумбии, смотрите, сколько названий. Вот один Колумбия туда и одну Колумбию вот с SKU 004 сюда. Обновим. И значит, у нас вот здесь сейчас появится еще и предложение. Обратите внимание. You may also like и Fresh Columbia. То есть помимо, после описания, да, и между Related Products у нас появляется вот внешне такое же, как и Related Products, но это уже у нас Upsales. Вот таким вот образом. И на странице корзины, если я перейду туда, у нас будет тоже дополнительный продукт. Вот он, видите? То есть после нашей корзины он нам предлагает, а может быть вы еще заинтересованы и в таком товаре. Мы можем перейти в товар, можем сразу отсюда добавить его в корзину, а можем проигнорировать этот шаг и перейти на страницу чекаута. То есть вот все такие базовые технические опции самого интернет-магазина, они, конечно же, сохранены в шаблоне, ничего не урезано, все присутствует и остается на своем месте. В принципе, по этому моменту тоже понятно. Следующий момент по сайдбару, да, потому что отзывы. Отзывы мы, конечно, не протестировали, но давайте напишем один отзыв. Важно отзывы писать, потому что отображаются звездочки у нас еще и в сайдбаре. Say hello. Ну, элементарно, да. Давайте напишем один отзыв, чтобы увидеть эти звездочки. Вот они, звездочки здесь. А здесь они будут отображаться. Fresh Columbia просто не отображается у нас вот конкретно здесь. Здесь есть Fresh Columbia, но по фотографии видно, что это другая Fresh Columbia. Давайте вот эту вот Fresh Columbia откроем. И вот этой Fresh Columbia напишем отзыв hello. Ну вот теперь красиво у нас теперь со звездочками. Когда у нас контент заполнен, то демка тоже смотрится намного красивее. Для демо-импорта не стал я указывать импорт еще и отзывов, потому что их пришлось бы вам удалять, понимаете? То есть это реальные отзывы, они должны быть от реальных как бы клиентов, но не как они лорем ипсом и т.д. и т.п. То есть лишний контент тоже не импортируется. Так вот, значит, нас интересует вот этот сайдбар. Как нам его редактировать? Ну, в WordPress сайдбар элементарно редактируется во вкладке Widgets. Переходим в эту вкладочку Widgets, и вот здесь мы можем их редактировать. Вот они, наши сайдбары присутствуют здесь. Редактируйте. Хотите, добавляйте что-то свое дополнительно, например, корзину. Хотите вытащить, вытаскивайте сюда корзину. Не хотите, удаляйте ее отсюда. По корзине у нас, в принципе, все, что мы добавляем, кидается в корзину, и быстрый переход есть вот с этой странички, даже не странички, а из навигации. Просто нажимаем на корзину, и нас перекидывает на корзину этой демки. По разделам, собственно, что нас еще может интересовать, новичков, например, где редактируется навигация. Вот верхняя навигация, да, ну левая навигация назовем ее, и нижняя из нашего футера. Опять же, в WordPress у нас есть вкладочка Menus, вот в этой вкладочке она и модерируется. Значит, сейчас у нас активно футер меню, мы задаем нужные ссылочки и выбираем Location Footer меню. Если мы хотим редактировать header меню, значит мы переходим в header меню, нажимаем Select. Вот она у нас уже header отображается, и для нее выбран у нас, собственно, header left menu. И для мобильников, потому что очень часто бывает, что клиенты просят на мобильнике совершенно другие пункты меню указывать. Почему так бывает? Ну, например, для главной страницы, да, для десктопа они указывают кучу вложений, но, например,
продукты, еще и категории, потом для категорий, подкатегорий, т.д. и т.п. То есть, в общем, получается много таких вложений, дропдаунов, но на мобильнике это будет выглядеть неудобно и некрасиво, и они просят функцию, что, например, присутствовала только ссылка на магазин. Вот для таких вещей у нас, собственно, и создано отдельное меню, mobile меню, и для нее отдельный location, собственно, mobile меню. И, в принципе, что еще по редактированию? Глобальные настройки, да, например, наши иконки вот такие вот для шапки. Вы уже из предыдущего урока понимаете, что они у нас находятся в Theme Option, например, это у нас WooCommerce, да, магазин. Вот они, эти шапки, иконка, о которой я говорю. Вот они, заголовки страниц, вот они у нас тоже здесь присутствуют. По сайдбару, например, мы находимся сейчас на продукте, и у нас сайдбар занимает... Сколько он здесь занимает? 1/4, да? А вам, предположим, нужно немножко шире сделать. Ну, шире не нужно, потому что контент здесь должен брать фокус на себя. Ну, предположим, клиент захотел, значит, вы делаете 1/3 справа. Давайте мы это затестим. Поменяли, сохранили, здесь страничку обновили. И вот сайдбар у нас стал шире. Кстати, вот у нас фильтр by price подгрузился. До этого он что-то не подгрузился. Нам пришлось вручную зайти в виджеты, и только после этого он у нас подгрузился. Интересная система. Ну, видать, какой-то глюк у нас присутствовал. Давай увеличим прайс наш. Вот так, замечательно. Далее, а вдруг у вас есть тема, что сайдбар нужно поставить с левой стороны? Ну, без проблем. Тогда вы указываете не right, а, например, 1/4 справа. Кстати, не знаю, как это будет выглядеть. Сейчас мы это глянем. Вот таким вот образом. Вот на сайдбар у вас прибегает в правую сторону. Ну, в принципе, использовать можно, но с точки зрения дизайна это не очень правильно и удобно. Фокус раздваивается на меню и на сайдбар, а на контент теряется абсолютно фокус. Но смысл в том, что в других демках, где у нас меню сверху, эта опция очень нужна, потому что есть любители колонок справа, есть любители колонок слева. Это дело у нас прекрасно реализуется вот здесь. Product per page, вот тоже опция, которую я вам не показал в этой демке. Сколько продуктов показывать на странице? Видите, у нас только 3 продукта на странице, значит, указывается это вот здесь. Дальше, давайте мы здесь перейдем в обычный продукт, потому что пагинацию я что-то не увидел. Наверное, из-за того, что фильтр был включен, и только 3 продукта было под фильтр. Да, конечно, вот уже наша пагинация присутствует. Перейдем на вторую страницу. Все у нас шикарно подгружается в красивой анимации. Все здесь красиво. Good, ребята, в общем, была задача показать вам и продемонстрировать очередные возможности и построение интернет-магазина при помощи шаблона Олет. Все, что мы увидели, например, в предыдущем уроке, либо в этом уроке, это малая часть шаблона, это даже там, не знаю, несколько процентов, потому что, как вы понимаете, демок действительно много, все они разные, можете демо-превью посмотреть для каждой демки, но если в одном магазине у нас ряд информации, обратите внимание, здесь у нас, например, нету стоимости, вместо этого у нас категории, нам приходится зайти внутрь и... Здесь только мы увидим стоимость нашего кофе. В других демках совершенно иные сетки, иные данные. Выбирается под клиента, потому что очень часто бывает такое, что на перечне продукта клиент не хочет показывать стоимость. То есть он хочет заставлять человека зайти внутрь в продукт, чтобы помимо стоимости еще увидеть и другую какую-то информацию. Собственно, спасибо вам за внимание. Надеюсь, этот урок будет вам полезен. Будет полезен точно тем, кто приобретает этот шаблон для работы, потому что много моментов я их озвучиваю, вам не приходится их долго искать. Увидимся в следующих видео, в которых я буду рассматривать другие демо-вариации, покажу вам их преимущества. И одно слово, кстати, тоже не упомянул ни в прошлом уроке, ни в этом. Все демки отлично оптимизированы, да, ну и не просто оптимизированы, а просто прекрасно выглядят на мобильных устройствах. То есть, если вы зайдете с iPad либо мобильника в любую демку, будет просто неимоверный стайл. Будет очень красиво. Пробуйте, переходите, смотрите, тестируйте. У меня на этом все. Спасибо всем. Пока-пока.